Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. В прошлом видео я вот такой вот рисунок вышивала. Сегодня буду продолжать. Я уже сделала, разделила на сегменты свою заготовку вышивкой. И вот пришила с краю кусок ткани, чтобы мне было удобнее вышивать, потому что чтобы на пяльце нормально можно было надеть. Просто вручную за минутку приметала, но это настолько мне помогает и облегчает работу, что не жалко времени и небольших усилий. Кстати, в описании к этому видео я оставлю ссылку на предыдущее видео, где вот вышивала вот эту картинку. Тот дизайн. А у меня очень многие спрашивают, какие нитки. Прямо после каждого вышивального видео у меня спрашивают. Нитки собираю потихоньку. Вот сначала какие-то увижу подходящий цвет, покупаю. Не имеет значения вообще для меня, что это за нитки. Это в основном это пряжа тонкая, вязальная. Но тут и мулине у меня, и коко вот там наверху, которые длинненькие такие. Кругленькие вот эти, я даже не помню, что это я покупала. Главное, по цветам. Рисую на темном фоне вот таким вот карандашом. На газоне есть, я ссылки не буду давать, найдете. И называется портновский карандаш. И вот такие вот стержни и карандаш, и стержни, все при помощи утюга нагретого убирается. Если где-то не так нарисовали, провели потом утюгом, и все. Пяльца. Пяльцы я покупаю, смотрите, это самые дешевые, пластиковые, вообще мне все равно. У меня есть деревянные, мне даже с ними как-то неудобнее. Пластиковые очень хорошо мне подходят. Продается у меня в магазине через дорогу диаметр. Вот я беру прям самый маленький, потому что чем меньше диаметр, тем удобнее вышивать. Мне лично. У меня здесь вот диаметр 12 сантиметров. Если бы был 10 сантиметров, я бы с удовольствием купила, но я пока не увидела таких пяльцев. Ну и все, начинаю вышивать. Вот вышила то же самое, что и у меня вот разделительные вот эти полосочки тамбурным швом. И вот здесь вот видите, может быть видно, там я нарисовала такой как бы цветочек, и вот по краешку этого своего рисунка вывожу вышивку. Получается такой вот тоже цветочек, но уже вышитый. Кстати, про нитки я вот не досказала еще. Конечно, я сказала, что я главное по цветам выбираю, но кроме этого я еще смотрю, чтобы толщина ниток была примерно одинаковая у всех. При этом мне очень, вот сейчас у меня мулине я вышиваю, мне не нравится. Я уже как-то говорила, что мне не нравится мулине, но так как у меня есть они, и расцветки там иногда вот тот цвет, который мне нужен, который я считаю необходимым здесь, то я ими пользуюсь. Но они, так как состоят из нескольких вот ниток, да, то неудобнее с ними работать. Они иногда вот запутываются сильнее, и как-то вот одна ниточка какая-нибудь выскочит общей массы из своей компании других ниток, и приходится выравнивать, как-то все поддергивать. А вот остальные нитки, которые у меня есть, они все уже там достаточно плотное сплетение между нитками. Их, конечно, уже не разделишь на одну, две, три ниточки, как вот в мулине. Но мне это и не надо. У меня все время достаточно такие получаются толстенькие рисунки моей вышивки за счет вот толщины ниток. Еще момент такой, что это должен быть мерсеризованный хлопок. То есть это такая обработка хлопка в нитках, когда они более гладенькие получаются, лучше скольжение, и, соответственно, ими удобнее вышивать. Поэтому вот имейте в виду, я смотрю толщину, цвет, чтобы у меня такого не было, тогда я его покупаю. И обязательно, чтобы это был мерсеризованный хлопок. Я сегодня практически не называю названий стежков декоративных и названий швов. Вот, но могу, конечно, назвать. Вот предыдущие у меня такие были, это были французские узелки, а расположены они, вот где вот такие крестики, это иностранцы называют русский крест, а у нас этот шов называется козлик. Вот этот сейчас у меня идет стебельчатый шов. Очень удобный, когда нужно какие-то
ну, крутые или не крутые повороты. Ну, вообще очень удобный шов, который должна иметь в своем арсенале любая вышивальщица. Вообще у меня на канале есть прям целый плейлист, который называется «Как научиться вышивать». И там есть видео, прямо в которых я не только вот так вот, да, когда уже конкретный какой-то рисунок, а там есть несколько видео, в которых я просто прям вот показываю именно стежки декоративные. И можно там посмотреть. Ну, а можно и тут посмотреть, потому что в любом случае все равно я эти стежки те же самые использую в каждом своем вышивальном видео. Это вот у меня, где вот эта вот цепочка такая разделительная, как бы, называется тамбурный шов, а вот эти вот маленькие называются тамбурные стежки. Или по-другому петля с прикрепом или с закрепом. Вот это вот то же самое, я вот то, что делала в козлике, французский узелок, да, но только здесь у меня французский узелок на ножке. Все просто, но все равно все требует сноровки, потому что любая работа ручная, тем более, требует навыков определенных. 150 раз повторил, уже что-то стало получаться. А у кого-то, может быть, с 10-го раза стало получаться. Редко у кого... Даже, знаете, если честно, любая вышивка, даже если вы первый раз вот начали, да, и споглядываете каждый раз, на стоп нажимаете видео или замедленно смотрите, чтобы понять, как я это делаю, или как делает кто-то, у кого вы смотрите, у другого, допустим, все равно даже вот неумелые какие-то стежочки, все равно они будут очень красиво выглядеть на вышивке, потому что, ну, редко кто, не так уж много народу занимается вышивкой и понимают в этом. Поэтому в любом случае у вас получится красиво. Видите, вот узелочек какой-то получился. Слава богу, что он сразу и рассосался. Путаются вот эти нитки немножко. А знаете, почему путаются? Потому что кончик замахрился у нитки у этой. Иногда думаешь, что это нитки виноваты. На самом деле нет. Вот во время вышивания кончик нитки, который вот свободный, он немножечко растрепывается. И вот он начинает мешать. Вот здесь вот сейчас специально я сняла даже этот момент. Видите, немножечко растрепался, а бывает и сильнее. Как только вот срезала этот кончик, сразу опять нормально. Он цепляется просто за что-то, за все. И, соответственно, получается, что нитка хуже идет, путается. Ну вот в результате. Я вот решила, смотрите, здесь вот у меня французские узелки в 2 навива, а здесь в 1 навив. И всюду так же, да, я под конец сделала в 1 навив, чтобы поменьше выглядели под конец эти узелочки. По-моему, неплохо получилось. Я уже отпорола с той стороны ткань. Буду перешивать теперь на эту сторону ее, потому что мне предстоит еще вот эти вот квадратики пустые расшивать. Я буду делать такие же рисунки, как и здесь у меня, симметричные. Да, то есть наверху вот эту веточку зеленую, здесь вот внизу цветочек. И в следующем видео, конечно же, покажу, для чего я это делаю, эту заготовку, и что будет в результате. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Конечно, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.